Приветствую всех на своем канале. Сегодня расскажу об эмуляторе Sega Mega Drive 2, который можно приобрести в Steam. Итак, заходим в Steam и в поисковике вводим Sega. Первое, что у нас появляется, это Sega Mega Drive and Genesis Classics. Итак, что из себя представляет этот эмулятор? Нажимаем кнопочку «Информация о наборе» и мы видим список игр. Стоимость некоторых игр 69 рублей в основном. Ну, а некоторые игры стоят 199 рублей. Тут получается всего две цены. И купив любую из этих игр, вы автоматически себе на ПК скачиваете и эмулятор Sega Mega Drive. Итак, какие игры мы здесь видим? Вот хорошая игра Comix Zone. Так, что тут еще интересного есть? Ну, такие классические игры, как Ristar есть. Есть у нас тут еще... Где-то я видел Шиноби. Довольно сложная игра. Есть Соники. Вот эта вот игра очень интересная. Светлый крестоносец. Светлый рыцарь. Рекомендую для игры. Стоит она, кстати, очень дешево. Streets of Rage. Electroman. Но вообще я этот эмулятор приобрел, когда увидел, что здесь есть отдаленный оазис. Это очень интересная игра. Раньше на картриджах там использовалась инновационная технология. К плате была прикреплена литиевая батарейка. И можно было в любой момент сохраниться, не используя каких-либо кодов. И в следующий раз начать с этого места. То есть это было что-то невероятное в те времена. Да и сама игра и по графике, и по сюжетной линии очень интересная. Конечно же, здесь не хватает, например, серии про вертолеты. Такие игры, как Jungle Strike, Urban Strike. Также здесь не хватает стратегической игры Дюна. Не хватает шутера Команда скелетов. Такой интересной игры, как Синдикат. Нет здесь и игры Rock'n'Roll Racing. А в какую игру хотели бы поиграть вы? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Мне будет очень интересно. Ну, в общем, много здесь чего не хватает. Ну и кое-что есть. То есть так, если вы хотите ностальгии, посидеть, повспоминать, то, в принципе, можно сюда зайти. Ну, я надеюсь, разработчики будут еще добавлять сюда что-то. Итак, покажу теперь, как выглядит сам симулятор. В самом начале здесь есть заставка. Сейчас я ее показывать не буду. Посмотрите ее в конце. Выложу ее в конце ролика. Мы попадаем вот в такую вот комнату. Здесь можно осмотреться. Комната из 80-х, 90-х годов. Она, кстати, меняется. Не знаю, все ли время, но, по крайней мере, первый раз, когда я здесь был, она выглядела по-другому. Здесь есть различные настройки. Но самое главное, что нас интересует, это вот эта вот полка. Здесь будут стоять картриджи, которые вы приобретете в Steam. Я в данный момент купил 4 картриджа. Ну вот покажу, как это работает на примере игры Streets of Rage. Посмотрите, как они сделали края экрана, чтобы игра соответствовала, чтобы игра более-менее нормально выглядела на современных мониторах. Ну, не знаю, может быть, было бы лучше, чтобы здесь были просто черные полоски. Обязательно нужно будет приобрести какой-нибудь геймпад, иначе вам будет просто неудобно играть. Я даже не знаю, можно ли здесь играть на клавиатуре, я даже не пробовал ни разу. У меня даже такой мысли не было.
Так, ну ладно. Показал вам эту игру. Теперь, если кто еще не видел, что же такое этот отдаленный оазис, сейчас покажу. Помню, что приходил после школы и начинал играть в эту игру часами. Так, ну теперь покажу вам игру Sonic 3. Я думаю, из тех, кому сейчас 35, очень мало людей, которые не играли в эту игру. Мне кажется, все играли в эту игру. Так, ну вот такой вот симулятор, такой вот эмулятор. Надеюсь, вам был полезен этот ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А сейчас я вам покажу ту самую заставку, которая была здесь в начале. Кому интересно, посмотрите. Всем добра!